Здравствуйте, добро пожаловать на Ламрим. Что же случилось с этой женщиной? Почему она такая недовольная? Сейчас мы поговорим об этом. Давайте начинать. Кекава означает трудно создавать. И угадайте, что это значит? Это девушка. О чем мы тут говорим? О сострадании. Создавать ответственность. Мы еще не дошли до этого, но ничего. Итак, если в вашей жизни есть люди, сопереживать которым вам чрезвычайно трудно, они так сильно раздражают вас, что вы думаете, я не знаю, что вы страдаете, но мне на самом деле все равно, потому что вы меня раздражаете. Если в вашей жизни есть люди, которым вам трудно испытывать эмпатию, то миксукар. Миксукар — это довольно сложная идиома. У слова «кар» много разных значений, но миксукар означает объединить их в отдельную фокус-группу. Соберите всех придурков в своей жизни, поместите их в отдельную фокус-группу и сосредоточьтесь на них. Миксурукава означает отделите их от этих непростых людей, от своей жизни и поместите их в специальную группу и постарайтесь проникнуться к ним сочувствием, развивайте сочувствие к ним. Цангпасок означает карма, мирской бог, типа Супермена или Железного человека или Чудо-женщины. Но дело в том, что если есть могущественные люди, как, например, влиятельные политики, по отношению к которым вам трудно, очень трудно испытывать сострадание, потому что они такие неприятные, грубые люди. И если вам трудно, кекана, если вам нелегко испытывать сочувствие к ним, то вернитесь к предыдущим разделам Ламрима для людей средних способностей. Подумайте так. Хорошо, они также находятся в теле, их тело тоже болит, у них тоже есть проблемы в отношениях, у них также есть финансовые проблемы. Половина богатых людей в мире разорены, поверьте мне. Они просто живут на огромных кредитах, и они нервничают, у них есть семейные проблемы, у них есть проблемы со здоровьем, у них определенно есть проблемы с психическим здоровьем. Постарайтесь проявить немного сочувствия к сложным людям в вашей жизни. Вам трудно испытывать сострадание к ним. Попробуйте вернуться к среднему разделу Ламрима и подумайте о ваших собственных страданиях, о которых нам нужно было размышлять. И представьте, что у тех людей также страдания. Слово «цель» очень кстати во всем этом разделе. Ламрима в 7 ступнях, достижениях бодхичитты или видения бодхисаттвы. Что такое «цель», Тим? Да, как узнать, что это у вас есть? И это очень полезно. Например, как понять, что вы развили сострадание, и теперь вы можете взять на себя ответственность. Как вы узнаете, что достигли ступени номер 5? Это полезно знать, потому что это крайне сложно измерить эмоции. Очень трудно сказать. Хорошо, Тим, теперь ты обрел любовь. Вчера у тебя не было любви, а сегодня она у тебя есть. Очень трудно измерить это. Как измерить сострадание? Цени. Когда вы испытываете эту эмоцию, похожую на чувство матери, которая пытается съесть завтрак, в то время как ее ребенок находится в больнице после автомобильной аварии, в которой он чуть не погиб. Представьте, что вы мама. Вот фотография. Вы мама, и ваш ребенок попал в автомобильную аварию. Ребенок в больнице борется за свою жизнь. А вы завтракаете, вы сидите и пьете кофе. Кстати, она выглядит слишком сочливой. Простите, я должен был найти что-то более... В любом случае, единственный ребенок этой женщины едва не погиб в аварии, и этот ребенок в больнице борется за свою жизнь, а она пьет кофе. Но что на самом деле делает? Она думает только о ребенке.
Ее ум полностью занят мыслями о ребенке. Что ж, она должна есть, она должна пить. И она делает это. Родители детей, которые умирают, по-прежнему завтракают. Но во время завтрака бьюсь об заклад, что они не думают о завтраке. Когда вы достигнете этой точки, сатунг означает, пока вы завтракаете или пьете что-то в мыслях, вы сопереживаете всем другим людям в мире, у которых также есть проблемы в этот момент. Когда вы достигнете этой точки, тогда у вас есть сострадание. Когда вы не можете даже во время завтрака, вы не можете съесть круассан, не подумав о людях, которые умирают этим утром, тогда у вас есть сострадание. Тогда оно у вас есть. Такое же сострадание, которое испытывает мама к своему единственному ребенку, который находится в больнице и в этот момент борется за свою жизнь. Да, это высокая планка. Это действительно высокая планка. Это высокий цель. Хорошо? Далее он описывает два вида сострадания и два вида любви. Мы с вами пытались разобраться, в чем разница между любовью и состраданием. По сути, любовь — это желание, чтобы люди были счастливы, а сострадание — это желание, чтобы у людей не было страдания. И есть дебаты о том, что из них является первоочередным. И чтобы помочь нам в этом вопросе, Пабонка Ринпоче разделяет любовь на два типа и разделяет сострадание на два типа. И это не такие разделения, которыми славится школа Цунгкапа Гелюкпа. Они очень любят разбивать все на две категории и представлять схематично, но это разделение такое. Суть в том, что чем больше тонкостей вы узнаете о сострадании, тем легче будет вам развить его. Если вы узнаете несколько оттенков сострадания, вам будет легче его развить. Сначала мы поговорим о двух типах сострадания. Первый из них что означает, вы хотите вытащить людей из огня. Люди упали в огонь, и вы одержимы тем, чтобы вытащить их из огня. Вы одержимы тем, чтобы вытянуть их из чего-либо. Это первый тип. Второй тип сострадания — это... Кстати, он говорит, у небодхисаттв есть первый вид сострадания. Это значит, что у людей, которые еще не достигли видения бодхисаттвы, как и у людей низшего пути, самосозданных Будд и слушателей, может быть такая мотивация, что они не хотят видеть людей страдающими. Это часть всей буддийской практики. Вам не обязательно быть бодхисаттвой, чтобы беспокоиться о сострадании других людей. Но второй тип сострадания, кстати, в произношении здесь традиционно сильная предназализация кёнду. Скажите кёнду. На самом деле это скёпду. Но традиционно это слово произносится кёнду. И кёнду означает, что вы хотите кяп. Вы хотите защитить этого человека, так что акцент здесь расставлены по-разному. В первом случае вы просто хотите вытащить их из огня. Во втором вы прыгаете как огню и заслоняете их собой от огня. Это небольшая разница. В первом случае вам не нужно быть бодхисаттвой, чтобы обладать этим типом сострадания. Второй тип ведет к развитию видения бодхисаттвы, бодхичитти. Так что, если у вас есть огромное желание заключить людей в объятия, помимо того, чтобы вытащить из огня, и вы хотите защитить их от огня, и, вероятно, даже в ущерб себе, возможно, вам также придется испытать боль, то это высший вид сострадания. И он есть только у людей на пути бодхисаттвы. Это свойственно только великому пути. Поэтому мы работаем над вторым типом сострадания. Чима означает второй тип. Мы работаем над вторым. Следующая картинка. Я подумал о зонтике. Идея принятия прибежища и поиска укрытия. Я думаю, что зонтики — хорошая метафора для принятия прибежища.
Идет дождь, и вы не просто хотите спасти ребенка от дождя, верно? У вас наготове зонтик. Это совсем другое дело. Вы готовы и дальше защищать его от дождя, а не просто вытащить из-под дождя. Вот это мотивация бодхисаттвы. Второй тип сострадания труднее, потому что он переходит в принятие личной ответственности за этих людей, раз у вас есть зонтик. Здесь видно, как он подводит нас к следующему шагу в развитии бодхичитты. Он говорит, что вы должны держать свой зонтик наготове, что он скажет дальше. Затем вы должны, хлаксам, вы должны взять на себя ответственность. Я как-то носил зонтик в рюкзаке. Почему этот рюкзак такой тяжелый? У меня там зонтик раньше был. Я носил его с собой много лет в Аризоне. В Аризоне не бывает дождей. А потом мы пошли на встречу в Google, чтобы поговорить о переводах с тибетского, и полил дождь. Я вытащил зонтик и сказал, вот, Скотт и Арит были со мной, и мы все. Скотт немного промок, но мы с Арит остались сухими. Это значит, вы готовы, хорошо? На нёмба означает, что если у вас была какая-то болезнь, недрапо, если вы перенесли тяжелую болезнь, как тогда, когда я учился в Индии, я перенес, как это называется? Гепатит? Да. Я пролежал в постели целый месяц. Целый месяц я не смог встать с постели. Я выздоровел. Кстати, существует тибетская медицина, я прекрасно восстановился. Но с тех пор в моем сердце есть особое место для больных гепатитом. Поэтому каждый раз, когда я слышу, что у кого-то гепатит, я думаю, да, я знаю, что у меня это было, я этим болел. Я знаю, каково это пролежать целый месяц в постели, я знаю, что вы чувствуете. Так что это в своем роде супер сочувствие. Он говорит здесь, если вы сами перенесли тяжелую болезнь, если вы видите другого человека с этой же болезнью, то ваш предыдущий личный опыт становится некой основой ниндзяке, и вы способны испытать сострадание. Если вы можете соотнести это с тем, что у вас было раньше, вы будете более сострадательны к людям с той же болезнью. Поэтому, если вы хорошо изучали ламрим в течение предыдущих 10 лет, когда мы проходили шаги практикующих с меньшими и средними способностями, и вы усердно работали над пониманием всех страданий, которые были у вас на протяжении множества жизней, то вам будет проще обрести сострадание, потому что вы уже думаете обо всех случаях, когда у вас были эти болезни. Поэтому для людей, которые хотят достичь уровня бодхисаттвы, почему мы с ними не начинаем изучать ламрим раздельно о бодхисаттве? Потому что сначала вы сами должны переболеть. Сначала вы должны сами пройти через эту болезнь. Вы должны знать, ощутить на себе, что значит иметь все эти проблемы в нижних сферах с вашими прошлыми браками и так далее и тому подобное. Если вы прошли через все эти страдания, то тогда вы достигнете разделя о бодхисаттвах в ламриме. Вы готовы сказать, у меня это уже было раньше. У меня уже эта болезнь была раньше. У меня уже такая ситуация с бывшей женой, я понимаю, или бывшим мужем. И в этом случае изучение ламрима — это как класть кирпичи. Изучение ламрима очень похоже на укладку кирпичей. И здесь виден нижний ряд кирпичей,
где цемент уже высох, это шаги пути людей меньших способностей и шаги пути для людей средних способностей, где мы много размышляли о наших собственных проблемах. Это как переболеть гепатитом. И когда вы достигнете нового уровня, который этот человек еще только укладывает, это уже уровень бодхисаттвы в Ламриме. И потому, что вы хорошо поработали на среднем уровне Ламрима и низших уровнях Ламрима, ваш дом бодхисаттвы будет намного прочнее. Хорошо? Мы поговорили о двух видах сострадания. Он разделил сострадание на своего рода низшие страдания, где вы просто хотите вытащить людей из огня, и более высокий тип сострадания, где вы хотите как бы обнять и защитить их, и вытащить из огня. Теперь мы рассмотрим аналогичные различия в джампа, в любви. Итак, есть два вида любви, которые в некотором роде параллельны двум видам сострадания. И опять это не просто очередная ерунда, типа новой категории для текста или нечто подобного. Если вы пойдете глубже, ваш опыт любви и сострадания тоже может стать глубже. Итак, поехали. Мы говорили о прекрасной любви. Когда вы чувствуете расположение к людям, когда вы находитесь рядом с людьми, вы чувствуете себя так, как будто вам только что дали $100 000 или что-то в этом роде. Каждый раз, когда в комнату входит новый человек с кучей проблем, вы думаете: отлично, я могу попрактиковать еще с одним человеком. И вы чувствуете себя так, как будто вам только что подарили мешок с бриллиантами или что-то в этом роде. Типа вот еще один запутавший человек, для которого я могу что-то сделать. И мне так повезло. Это называется чешинпан. Чешинпан означает, человек входит в комнату с кучей проблем, а вы очень хотите встретить нового человека, которого сможете полюбить. Это довольно круто. Это первый вид любви. Второй. Это когда человек входит в комнату со всеми проблемами, и вы чувствуете к нему расположение и хотите ему что-то дать. Здесь есть дополнительная деталь, что вы хотите поделиться с ним чем-то или хотите сделать его счастливее. Вы чувствуете, что хотите дать ему новую крутую вещь. Джампа Цунг означает оба вида любви. Это любовь, оба любовь. Первый вид, когда вы просто видите других людей прекрасными. Второй вид, когда у вас есть неопределимое желание дать им что-нибудь. Хорошо, оба вида — это любовь. Здесь есть связь с Чичедрак. Что же это такое? Что такое чичедрак в общем смысле? Это обиходное значение. Чичедрак, которое можно использовать для понимания пустоты. Что такое чи? Общее. Тогда что такое чедрак? Да, чи это как машина, а чедрак это как Тесла. Какая из этих двух видов любви машина, а какая из двух видов любви Тесла? Не забывайте, что первый вид – это когда человек входит в комнату, и вы уже чувствуете сильное расположение к нему, потому что вы сможете помочь ему. А во втором виде любви вы умираете от желания дать ему что-либо. Скажите еще раз. Это машина, да, хорошо, да. Входящие в комнату – это чи, это машина. И дополнительная черта, когда вы хотите что-то дать им, это как чедрак. Это особая форма общей любви. Чунгсэйо означает, что у этого вида любви есть привкус. Здесь говорится, что да, там присутствует небольшой привкус. Если вы сможете уловить его, вы сильно продвинетесь в изучении любви. И я бы сказала, если вы сможете провести параллель с двумя видами сострадания, это будет очень полезно. Когда мы говорим о прекрасной любви,
что означает, что когда кто-то входит в комнату, и ему что-то нужно, вам это кажется чрезвычайно привлекательным. Когда мы говорим о таком виде любви, то мы говорим о любви, которая была автоматическим результатом. Это была моя мама, она сделала это для меня. Я хочу оплатить ей тем же. Тогда это должно вызвать первый вид любви. Чи — любовь, когда вы чувствуете расположение к человеку. А как насчет любви чедрак? Чедрак? Кстати, это общая любовь, когда вы чувствуете расположение к людям. Это то, что вам нужно, чтобы перейти к шагу номер 5. Это, по идее, вызывает сострадание, как один из 7 шагов в развитии бодхичитты. Итак, в схеме из 7 шагов первый вид любви, общий вид любви, важен как промежуточный шаг в этом процессе. Что же насчет другого вида любви? Что это было за другой вид любви? Вы хотите дать им что-то. Это называется «я хочу, чтобы они столкнулись со счастьем и любовью». «Тре» означает «столкнуться с». Это интересное слово. Это значит, что вы хотите им что-то дать. А теперь подумайте об этом. Он говорит, что общая любовь, где вы видите людей прекрасными, потому что они нуждаются в вас, это всегда вызывает сострадание, желание вытащить их из огня. Но связь между состраданием и любовью, которая хочет дать что-то людям, действует в обе стороны. Это суть его слов. Может быть так, что желание дать им что-то приводит вас к желанию избавить их от неприятностей. Или может быть так, что когда они хотят выпутаться из беды, это приводит к тому, что вы хотите дать им что-то. И он говорит, что в этом-то и есть разница, и это тонкая разница. Я должен сказать, что это такое удовольствие, я имею в виду, что как много мест в мире, как много комнат в мире, где люди обсуждают, что было раньше, сострадание или любовь. Какой вид любви был первым, и какой вид сострадания был раньше, какой вид любви? Я говорю же, как же нам повезло находиться в комнате, где обсуждают, как лучше любить людей. Я говорю, что изучать ламрим, жить в соответствии с Писаниями — это прекрасная жизнь, это невероятно прекрасная жизнь. Мы не говорим о том, за какого демократа вы собираетесь голосовать, или за республиканца. Мы не говорим о том, какой фильм посмотреть на Netflix. Мы говорим о том, какую любовь нужно попытаться развить в первую очередь. Я слышал, что это может быть лучше, но, возможно, я ошибаюсь, и другая лучше. Просто поговорим об этом. Большая честь. В большом ламриме Ценкапы после того, как вы потренируетесь в желании оплатить вашей маме, вам следует перейти к разновидности любви, когда вы хотите дать им что-то. Такова позиция Ценкапы. Он говорит, да, но некоторые люди говорят, что можно поменять порядок. Сначала нужно развить сострадание. Если вы не вытащите человека из беды, как он может наслаждаться конфетой, которую вы ему даете? Так что есть разница в разновидностях любви. Мне нравится эта фотография. Я всегда замечал, что проще подумать об этом таким образом. Есть буддийская философская школа, которая считает, что если ребенок упадет с велосипеда и порежет руку, ваша первая задача — приложить что-нибудь к руке. Затем ваша вторая задача — дать ему конфету. Не давайте ему конфету, прежде чем вы обработаете порез. Сначала разберитесь с порезом, затем дайте ему конфету. Сострадание должно предшествовать любви.
особенно той любви, которая хочет дать конфету. Означает, что есть устная традиция, и он собирается возразить Ламриму Ченмо, большому Ламриму. Он говорит, есть традиция, что сначала нужно проявить сострадание, а затем проявить ту любовь, когда вы хотите дать им что-то. Вы можете сделать это таким образом. И это приведет вас к естественным образом к принятию на себя ответственности за них. Поэтому моя рекомендация, говорит Пабонка Ринпоче, в этой части сосредоточиться на том виде любви, где вы хотите дать им что-то, вы хотите чем-то поделиться с ними, потому что, это хороший способ перейти к принятию на себя ответственности. Но он сказал, если вы хотите сделать это как в большом ламриме, как в ламриме Цинкапы, вы можете развивать любовь прежде сострадания. Или драк не, что означает, что вы можете как бы объединить их вместе одновременно. И это тоже приемлемо. Дра означает объединить. Вы подумайте об этом, подумайте об этом. Это значит, что это будет полезно вас в духовном плане, если вы сами в этом разберетесь. Стоит ли вам беспокоиться в первую очередь о боли, которую испытывают люди, а затем беспокоиться об их счастье, или вам следует беспокоиться об их счастье в первую очередь, а потом думать об их боли? Или есть возможность объединить их? Пожалуй, все будет полезно в духовном плане. Мы на 6-м шаге. 6-й из 7 шагов к достижению видения Бодхисаттвы, шаг номер 1, видеть, что они были вашей матерью. Номер 2, подумайте о всем хорошем, что они для вас сделали. Номер 3, подумайте о том, чтобы оплатить им. Номер 4, любить их. Номер 5, испытывайте к ним сострадание. А теперь флаксам. Что значит, вы берете на себя ответственность? Примерно в 1950-х годах был такой американский президент Гарри Трумэн, и у него на столе была табличка с надписью «Фишка дальше не идет». И эта табличка очень знаменитая. Это значит, что все проблемы приходят ко мне, и я не передаю их дальше. Они должны быть решены здесь. В последней в очереди. Я последний в очереди. Я президент. Проблемы возникают, приходят через правительство, затем они добираются сюда, и тогда я понимаю, что я несу ответственность. Я последний человек, который должен принять решение. И он сказал, я принимаю ответственность, которую я взял на себя. Я понимаю, что все серьезные проблемы дойдут до этого офиса, и они не будут переданы кому-то другому за пределы этого офиса. Я должен сделать выбор. Я должен принимать решения, трудные решения. Послушайте, если кто-то вас родил и воспитал, то проблема ухода за ним ваша. И это известно каждому когда-либо живущему поколению людей. Мы все должны думать о том, кто будет заботиться о ваших матерях, когда они состарятся. И в конечном счете есть один человек, и это вы. Почему? Потому что она ваша мама. Это очень просто, но и все еще у многих американцев с этим проблема. У меня есть близкий духовный друг, он торговец бриллиантами в Индии, и он обустроил комнату для отца в своей квартире и подтирал отцу попу долгие годы. Отец был в старческом маразме, он сидел на кровати, и мой друг мыл его каждый вечер, убирал его какашки каждый вечер и тому подобное. Они живут так годами. И он обустроил эту специальную комнату только для него. Кхур означает, это бремя заботы о маме. Всегда должно ложиться на плечи детей. Поэтому ответственность за счастье каждого и прекращение боли каждого лежит на нас. Потому что мы дети, и они наши мамы. Не забывайте об этом.
Так что не пытайтесь избегать своей естественной ответственности. Ранки Гил, поэтому я приведу себя к просветлению. Обустройство дополнительной комнаты в вашей квартире обозначает заботу о маме. Сначала я должен достичь просветления, и тогда я буду способен позаботиться о своей маме. Вот как вы заботитесь о своей маме. Не сосредотачивайтесь на кормлении и мытье своей мамы. Сосредоточьтесь на достижении просветления. И тогда вы действительно сможете позаботиться о своей маме. Это не значит, что вам не надо мыть маму. Но это означает, что в конечном итоге ваша мотивация должна быть: я хочу достичь просветления, чтобы я действительно смог помочь маме, потому что это мой долг, это мой естественный долг. Означает принять решение. Перестаньте сомневаться, примите решение. Мы уже прошли все эти шаги, и для Бодхичитты просто примите решение. Да, они моя мама, так что вы должны позаботиться о них. Как? Вы просто достигаете просветления как можно быстрее. Это ответственность сыновей и дочерей. А потом она объясняет Хлаксам. Это очень интересно. И я посмотрел, как это будет на санскрите. Что означает иметь наивысшую мысль. Хлакпа здесь как хлактонг, випашьяна. Это означает более высокий уровень мышления от кешая хлаксам. А потом он шутит, Пабонка Ринпоче говорит: хлак, чем что? Адхи, чем что? Это должен быть более высокий вид мыслительного процесса. Выше, чем что? Можете догадаться? За $50? Выше, чем 2 низших пути. $50 Тиму, Джейкме. $50 мистер Джик Тиму. О нет, это твоя работа. Они обманут нас. Они скажут, что не дали этого. Что не дали? Делали этого? Да. Он получил $25 за самосозданных Будд и $25 за слушателей. Итак, он объяснил хлак и хлаксам, что означает особая ответственность, и это значит, что она более особенная, чем у практикующих не бодхисаттв. И вы нигде не найдете, чтобы хлаксам объяснялся таким образом. И вам нужно уловить, что он это делает, потому что он не сообщает об этом. Хорошо. Мне нравится называть это величием ответственности. У меня есть картинка. Гешела, что это значит? Здесь должен быть человек, берущий на себя ответственность за всю цивилизацию, а вы показываете нам даму, бросающую бутылку в урну. Да почему? Она взяла ответственность за планету небольшим действием со своей стороны. Она взяла ответственность за планету небольшим действием со своей стороны. Я пил много газированной воды из... Что это за место? Фиджи? И мой друг Пачи сказал: Гешела, это неправильно. Ты же знаешь, ты крадешь воду с этого крошечного острова, перевозишь его на самолете, который ждет топливо, чтобы доставить ее к тебе в Сидону. Хватит уже. Итак, эта женщина взяла на себя ответственность и никогда не спрашивала. И никого не спрашивала. Она никому об этом не объявляла. Она просто... Мне нравится думать, что она подняла пластиковую бутылку на улице и выбросила ее в урну. И это называется величием ответственности. И в этот момент она королева. Она больше королева, чем те ребята в Лондоне. Хорошо? Она больше королева. Она выбрасывает пластиковую бутылку. Она наклонилась и подняла пластиковую бутылку и выбросила ее в урну, потому что она берет на себя ответственность. Тихо, анонимно.
означает, что если вы увидите, как кто-то падает с корабля в Тихий океан, и вы стоите у перил, знаете, как на Титанике, и вы думаете: «О, я надеюсь, кто-нибудь вытащит его. Я надеюсь, что кто-нибудь сможет помочь ему». Вы думаете: «Я так сильно надеюсь, что кто-нибудь его увидит». Или что должно произойти? Вы прыгаете. Вот это любовь и сострадание. Но значит, примите уже это чертово решение. Кто-то должен спрыгнуть с Титаника, вытащить этого человека. Это буду я. Это называется Тхакчепа. Это прекрасный тибетский глагол. Он означает «фишка дальше не идет». Я не собираюсь искать кого-то другого. Ой, кто-то упал за борт. Нужно найти кого-то из персонала, чтобы он помог ему. Тхакчепа означает, что вы ни с кем не говорите, а просто снимаете рубашку и прыгаете в воду за ним. Это Тхакчепа. Это личная ответственность. Говоря в общем, не бодхисаттвы могут испытывать сочувствие к людям, к другим людям, но кьянг, хлаксам нет. У них нет этого. Они не скажут: «Я тот, кто спрыгнет с корабля». Пока вы не на пути бодхисаттвы, вы будете искать кого-то из персонала корабля, чтобы сообщить, что кто-то упал за борт. Если вы на пути бодхисаттвы, вы клаксам. Вы скажете: «Ух ты, как круто! Мне представился такой случай, я должен спрыгнуть сейчас». И все мы бывали в таких ситуациях. Я имею в виду, когда вы доживете до моего возраста, вы побываете в ситуациях, где вам нужно быстро принять решение. Либо я рискую своей жизнью, либо я жду кого-то другого, а потом вы просто... Хорошо, если у вас есть... Если вы способны чувствовать хлаксам и сказать: «Хорошо, ответственность на мне, я сделаю это». Это прекрасно. Позже вы будете очень гордиться собой, что не стали искать кого-то из персонала. Говорю вам, это одна из радостей жизни. Итак, кто-то задает вопрос по Бонка Рипаче. Вы говорите о том, чтобы взять ответственность, верно? Да. Чем это отличается от третьего шага? Когда вы хотите тринцо, оплатите. В чем разница между шестым шагом и третьим шагом? Шаг номер 3. Я плачу своей маме. Она заботилась обо мне, я отплачу ей. И в чем разница между этим шагом и номер 6, где вы говорите, что ответственность на мне? Он говорит: объясните мне разницу. Здесь он отвечает: вы находитесь в универмаге, видите красивое платье, и вы такой: ух ты! Я помню, я был на Тайване и пошел в магазин Кристиан Диор. У них было красивое платье, я подумал, что куплю его для Вероники. Я постоял там, наверное, минут 20 и сказал: Боже, я никогда не видел таких красивых платьев. А потом я спросил продавщицу, сколько стоит платье, и она ответила 3000 или 5, и я такой. И тогда наступает этот момент, вы прыгнете или нет. Кстати, я этого не сделал, но, может быть, стоило. Но я подумал, что это было слишком дорого. Но в тот же момент вам нужно принять решение, вы прыгнете или нет. Обычное сострадание, обычная любовь — это как любоваться платьем. И тогда разница между этим хлаксам, разница между этим взятием и взятием на себя ответственности — это, да, вот кредитная карточка, черт возьми, вот кредитная карточка.
Кстати, я этого не сделал. Я имею в виду, я сделал это в другом месте, и в итоге она отдала платье Питеру и Марии на ее свадьбу, потому что оно было очень красивое. Она сказала, что это свадебное платье. В любом случае, это интересный пример для Пабонки, который не должен быть никак вовлечен в торговлю. Мы читали об этом в монашеских обетах на последней сессии смешанных орешков. Он говорит, это когда вы достаете вашу чертову кредитную карточку, кладете на кассовую стойку. Я готов, я здесь. Вот моя кредитная карточка. Хорошо, так что подумайте об этом. Это интересная аналогия для монаха. Означает, вы решаете. Означает, что вы принимаете это решение. Вы прыгаете. Если вы еще не прыгнули, это номер 3. Я хотел бы оплатить ей. А если вы прыгаете, то это номер 6. Я собираюсь оплатить ей. Понятно? Здорово. Означает, мой учитель научил меня этому, сказал наш учитель. То есть он приписывает эти слова кому? Как зовут его учителя? Кто написал Джорчу? В любом случае, вы можете проверить. Я всегда забываю имя. Учитель Пабонка Ринпоче. Он сказал, что так, когда мой учитель, так, может быть, его учитель покупал лошадей и все такое, я не знаю, ну ладно. И мне нравится эта картинка. Парень звонит своей маме и говорит, я купил свою первую недвижимость, я прыгнул, понимаете, я только что взял ипотеку в здании позади него. Я помню, когда мы купили наше первое здание в Нью-Йорке, это была большая авантюра, это был большой риск, и мы менжевались пару месяцев, а потом сказать, черт возьми, давайте сделаем это. И в сердце возникает это чувство, ладно, черт возьми, я его куплю. Я думаю, что он как-то тот парень в Нью-Йорке в 1990-е годы, который сказал, хорошо, мам, я купил здание, я принял решение. К лучшему или к худшему? Хорошо. На этом заканчивается флаксам, и мы подошли к шагу номер 7, который говорит о том, что вы будете ощущать, когда на самом деле обретете это видение, прыгать между планет и заботиться о миллиардах людей. И мы поговорим об этом на следующем курсе по Ламрим. Ура! У нас еще будет небольшой обзор. Еще одно занятие. Мы сделаем обзор всего того, о чем мы говорили во времена этих 14-15 занятий. До встречи!